Мы что-то потеряли группу. Я постоянно встречаю какое-то огромное количество французов. В общем, использовав традиционную эту краску, которую что мы видели, женщины племена носят на себя в зависимости от своего статуса, замужем они или нет, полоски. Это алоэ вера, тот самый знаменитый, который для всей косметики, для волос. Смотрите, а это что за лидер группы? Это авокадо, о котором мы все мечтали. Но нас попросили их, естественно, не трогать, не тревожить, потому что много из них беременных. Слушайте, это что, живая лама стоит? Боже мой. Я из-за этой ламы свою группу потеряла. Это настоящий оазис посреди пустыни. Такая зелень, столько воды. И все это на фоне гор. Вообще, мне кажется, это невероятно. Я супер счастлива. На самом деле, наслаждение получаешь от вещей только когда их заслужил. Аппетит контур. Достаточно большой. Вау. Ну что, ребята, всем привет! Всем привет из каньона Колка. Вот в таком я красивом месте, потому что путешествие — это не только гастрономические рестораны и всякие классные поездки на такси из одного мола в другой, а это, между прочим, хайкинг, тем более в Перу. Тут очень много классных национальных парков-заповедников, и в этот раз мы пошли в каньон Колку на 3 дня. И я даже не собираюсь умереть, хотя мы идем уже час, тут пипец как жарко. Сам трекинг займет около 3 дней. Вот такой перепад высот, идти далеко, карабкаться высоко. Встали в 3:30 утра, потому что с утра нужно было посмотреть на кондоров. Они летают только в 6 утра. И мы 3 часа ехали до того самого места, где они летают, до каньона Колки. И вот с каньона Колки мы приехали на место хайкинга. Господи, 10 утра я уже чуть не померла от жары. Но будем идти дальше, потому что что? Спорт — наше все. Так, виды офигенные. Кстати, не сказала самого главного. Мы что-то потеряли группу. Вроде вначале было так много людей. Тут стартует много туристических групп. А сейчас вот мы идем уже час и никого. Я стараюсь не очень волноваться. Ну как, почти не волноваться. Нам сказали, встречаемся у реки. Река где-то там. Идти вот по такой дороге. Так. И идти, чтобы в конце оказаться там. Главное не тревожить красоток. Осиные гнезда соты. Так, красивый мост, переправа через каньон. Такая красота. Ну что, первая часть пути первого дня освоена. Мы пришли на водопад. Отлично покупались в речке. Сейчас сидим, отдыхаем, ждем, пока всякие догоняющие доходят, потому что есть те, кто предпочитает идти в самом начале, чтобы быстрее дойти, потом сесть отдохнуть, пока все остальные тащатся. Вот. Из интересного, короче, в самом Перу
в том числе в Арекипе, в том числе на этом конкретном трекинге, я постоянно встречаю какое-то огромное количество французов. Вот ни одной национальности тут нету так много, кроме самих перуанцев, как французов. Они везде, эти французы. Во-первых, мы ехали из Лимы в Паракас, остановился автобус, и там была огромная французская школа, которая ехала куда-то тусоваться на какой-то там оазис возле Лимы. Ну, то есть французские школы, они есть почти во всех странах мира. Это то, куда ходят дети дипломатов. Ну, во всех странах мира есть американская, английская и французские школы. То есть там, где образование ведется на языке страны, откуда родители, предполагается. Ну и даже, судя вот по детям, можно сейчас сказать, что не у всех родителей именно французы. Иногда во французские, ну и такие американские, английские школы дают просто потому, что это престижное классное образование. И потому что, ну да, оно ведется по стандартам Франции, США, Англии. И потом выдает соответствующий диплом. То есть, в принципе, ты можешь, там, будучи перуанцем, отдать ребенка в французскую школу. Наверное, кстати, не знаю, можно ли вот просто так отдавать всех почти детей. Но это к чему? К тому, что там вот, короче, был огромный автобус с ребятками с французской школы. Раз французы. Два, приезжаем в Арекипу. И там просто посреди здания, знаете, на главной площади там висит перуанский флаг. И точно так же на главной площади, также, знаете, на такой же высоте развивается французский флаг. Что это такое? Это французская школа изучения языка. Не помню, как называется, но она Альянс Францез. Она есть, короче, по всему миру. И это очень забавно, знаете, когда на главной площади города висят два флага, и один флаг национальной страны, а второй флаг просто какой-то рандомной страны, просто потому что это языковой центр. Ну, не знаю, почему они тогда висят на одинаковой высоте, знаете, как будто, ну, не знаю, как будто как флаг провинции и флаг страны. А вот их так иногда одинаково вывешивают, да, там флаг региона, флаг страны, но не флаг двух разных стран. Потом третье, знакомство с абсолютно рандомной перуанкой, контакт, который мне дал мой друг, опять-таки, белорус. А он с этой девочкой познакомился, когда жил тут в Перу, на каучсерфинге. Кто у нее парень? У нее тоже парень француз, который сейчас работает консьержем на тропических островах. И тут они познакомились, короче, по интернету, и вот они тут вместе тусят. То есть абсолютно рандомная девочка, и тоже бойфренд француз. Вот, и четвертое, короче, сейчас самое главное, я с утра сегодня офигела, мы идем, короче, собираемся, ждем нашу группу, чтобы ехать на все эти колки, на все эти каньоны, и я понимаю, что в группе у нас 8 человек, и из них 5, ребята, 5 французов, все девчонки, нет, извините, 3 девчонки, 2 парня, включая Адрианы, 2 женщины возрастные из Нидерландов и я. Я думаю, ребята, типа, вы гоните, почему все французские девчонки решили поехать в Перу? То есть они все из разных компаний, то есть не то, чтобы там одна там какая-то группа выехала, нет, это все абсолютно рандомные женщины, девчонки, там, не взрослые, друг друга они не знают. И вот они все идут на этот трекинг, я иду по трекингу, я слышу постоянно французскую речь, я думаю, странно, ну, Перу никогда не была французской провинцией, да, наоборот, там, испанской, не провинцией, а колонией, да, извините. Что в каком-то буклете французском прорекламировали эти страны, почему тут все говорят на французский. И со мной все сразу в этом трекинге, им уже показалось, что тут все говорят по-французски, и со мной уже все говорят. Я говорю, нет, друзья, алло, спасибо, я типа из Франции только уехала, я хочу отдохнуть, мне, пожалуйста, язык кечуа, мне, пожалуйста, испанский, не буду на французском ни с кем разговаривать, типа, ну, приехали в другую страну говорить по-английски, но они, конечно, все говорят, умнейшие ребята, там милые и все такое. Но и ладно бы наша группа, я иду, обгоняю по тропе девочек, они тоже говорят по-французски. Что, в общем, если кто знает, какие такие у Перу особые отношения именно с Францией, знаете, не с Португалией, не с немцами, потому что считается, что вообще-то немцы путешествуют намного больше французов, ни одного не видела. Да, не американцев, ну, американцев, пару британцев видела, там, 2 чуваков. Все остальные это просто ква-ква-ква, франце. Я даже немножко расстроилась, когда увидела столько людей в нашей группе французов. Думаю, чуваки, ну я только хотела отдохнуть от страны, господи. Типа, даже в Перу вы меня нагнали. Очень хотела, знаете, там, полностью там, сместить фокус, вообще забыть о этом сложном первом году иммиграции. Тут вот понаехали туда же, куда я. В общем, а сижу вот с таким видом, чтобы вы не думали, что я тут просто в какой-то комнате сижу в шляпе. Я сижу с таким видом. Вот по этому каньону я сейчас шла. Вот в этой реке, где сейчас уже другие люди пришли, я купалась. И, в общем, да, вот такие перевальчики.
будем отдыхать и будем собираться идти дальше. Еще первый день даже не закончен. Maybe not, but you will be badly injured. В джунгли уходит тропа, заросшая. Обожаю, когда такой вид. Это вид с верандочки. Такой вид красивый. Кайфушки. Сейчас буду здесь сидеть и читать. Какое красивое хозяйство. Вот спали сегодня в таком красивом домике с видом на горы. Просто красота. Ну что, начинается второй день. Доброе утро, мир. Какое все красивое. О, так прекрасно просыпаться. Дальше продолжать путешествие, ходьбу. Блин, трекинг — это замечательно. Просто перезагрузка на максималках. Еще такая замечательная природа, такие величественные Анды. Высота где-то 4000 метров, по-моему, туда. Впереди целый день приключений. Как классно. In Latin America, from Mexico and to Chile, we have three different agaves. Three different agaves, no? The principal is in Mexico. This is the family de agave. This is el maguey. No? And we have the other one is pita, no? Pero from this cactus, the people make mezcal. El mezcal is more strong. It's more 55% the alcohol. More strong than the tequila. It's very strong. But My father is the best. It's much better than tequila. Good tastes. But they have like it's like wine. They have so many type of different mezcals depending on the agave. Because tequila is from cactus? It's from agave. Agave. But it's a particular type. Agave? What's the name in French? Agave. Agave. Du sirop d'agave. C'est avec ça qu'on fait la tequila. it's very It looked like an different. You can avocado. smell. Ah yeah, it looks like palta. The family. Yellow pata. Similar. It has But the taste of a cake, no? It's similar potato sweet. Ah. C'est ça que t'as And do you have to Mais si Do they cook it? or Make use. don't you want to eat? For I've tried it before. I know what. It's for eating. Yeah, it's for eating. Thank you. it's very good. It's good. Muy seco. Normally, mire. Wow. This is a cochinilla. This is very famous in Peru. Hey, cochinilla. Mexico. La cochinilla. And chenille. That's just To paint houses as well. You mean the world in yeah. Mire. Ah, c'est le même. Normally, the women in festival. Ah. Yes, mire. Ouais. В общем, использовав традиционную эту краску, которую, что мы видели, женщины племен наносят на себя в зависимости от своего статуса, замужем они или нет, полоски. Например, эта полоска значит, что ты сингл, не замужем. Так что мужчины все могут видеть тебя и сразу оценивать свои перспективы. Если что, мужчин не спрашивают. И мужчины себе такие не наносят полоски, только женщины. Интересно. Это перец. Пикантный перец. Перец душистый. Очень дорогой. Это такое невзрачное растение, но это, конечно, очень старый. Это алоэ вера, тот самый знаменитый, который для всей косметики, для волос. Вот мы его уже срезали, уже показывали.
извините, уронила. В общем, у него такая... Ножиком порезала. В общем, вот такая жидкость. Она пахнет как куриный суп. На вкус очень неприятная, но... Ну, в общем, да, это алоэ вера. Так она выглядит, растет тут прямо в горах. После солнечных ожогов, где еще применяют для волос, ну, во всех лекарственных штуках для всякой органической косметики, вот алоэ вера применяют. Комариные укусы. Обязательно, если вас покусали комары, алоэ можно помазать. Вот. Ну, это реально уже старый куст, скоро будет расти новый, где-то через месяцок. Все, идем дальше. Столько всего в горах красиво, просто невозможно. Все, сейчас вся в алоэ вера. This one? Which one is it? Another one. Зато, если очень долго идешь по горам, вот такой вид шикарно открывается. Боже, как красиво. Такой мост. Вот оттуда мы пришли аж с самой верхушки. О боже, как подумаешь, еще по такой жаре. Здесь уже недалеко. Награда близко. But it's now for the contamination of this minus company. ¿Están de aquí? Sí, de jardín. ¿De jardín? Ok. Ay, Es muy orgánico. sí. На такой высоте растут гуакамоле. Sí. Ой, слушайте, ну они очень-очень дуры, как говорится. Самые дуры, но очень уж они не готовы еще куда-то ехать. Интересно, как мы с ней будем делать гуакамоле. Так, деревня, а телек с нами. Dura mucho tiempo. Ага, я спросила, идут ли эти ребята на экспорт. Мне говорят, нет, только для местных рынков, потому что у них очень тонкая кожура, поэтому они далеко не доедут, поэтому это все для местных рынков. Тут в Арекипе, в Чивае, никуда к нам, во Францию, Беларусь они не поедут. Это какой-то другой сорт авокадо, наверное, из Эквадора, те, которые доживают до нас. Смотрите, это что за лидер группы? Это авокадо, о котором мы все мечтали. Ну, понятно, другой вид. Это не то, чтобы просто большой авокадо. Но мне кажется, он такой более кормовой. ¿Están usando mucho eso? Porque Sí. normalmente... Con la diferencia de la palta fuerte. Sí, ¿Por qué la palta nativa? Porque esto solo puedes poner la semilla de este aguacate sí, y empieza a producir de este tamaño un poco más grande. sí, Pero con la diferencia que demora más tiempo para producir. sí. 5, 7, 8 años. Después Ok. de 8 años puede recién producir. Pero mientras que la palta fuerte Sí. demora 3 años, en 3 años ya producción. Окей. Esa es la diferencia. Ну да. Наши зайки куи еще живые. Я надеюсь, я не шокирую чувства верующих в этом видео. Oh, er is er een ontsnapt. Нас попросили их, естественно, не трогать, не тревожить, потому что много из них беременных. Понятно, что я не буду трогать руками. Но это, кстати, деликатес. Ну, для особенно местного населения, не самого богатого. В принципе, как всегда, мясо – это деликатес. И жарят куя, если гости приезжают. То есть не то, чтобы мясо куя едят каждый день. Но, с другой стороны, знаете, что делать, если вы живете на высоте 4000 метров, никаких у вас баранов, ни коров. Ну, будешь тут есть морских свинок, ничего такого. Мясо нужно всем. Мы, конечно, держим их как домашних животных. Но людям тоже нужно кушать мясо, которые живут на большой высоте, которые не могут заводить коров и коз всяких. Вот так мы жарим наших друзей морских свинок. Еще недавно она бегала по загону.
cebolla y tomate. Да. Вот такие они. Красотки. Спросила у мужчины, что они, собственно, едят. И, как я и догадывалась, куй только по праздникам для всяких больших. Ну, это как традиционное блюдо подается, да, на фестивалях, на дни рождения, если приезжают друзья, вот этих всех друзей, которых мы видели сейчас тут бегающими. Ну, понятно, туристам нравится, хотя это не самое туристическое место, мы все-таки в горах, сюда доходят немногие. А сами они местно едят альпак и... Второе производное этих альпак, я всегда забываю это название, есть ламы, есть альпаки, а есть гуанако. В общем, едят их. Ну и, в принципе, как все люди, которые живут в деревнях, естественно, едят мясо не каждый день, только что поговорили, едят раз в неделю, потому что говорят, зачем есть мясо каждый день, когда можно есть авокадо, делаем салаты, много хорошего сыра. Не нужно абсолютно есть мясо каждый день. Ну, в принципе, абсолютно согласна. Мясо не нужно есть каждый день, оно вообще даже не сильно полезно. Ну что, вот уже третий этап, они уже зажарки. Вкусняшка. Их накрыли камнями, наверное, чтобы они лучше подтушивались в этой сковородочке. Вот лапки. Ох уж эти ноготочки. И причем спрашиваю, кому жарят, говорят, приехали 2 швейцарских туриста, говорят, каждому по кую. О, вот торчат зубки. Так что каждому по тую швейцарским туристам жарят. Так, для меня попросила сок изготовить. Тут Микси попросила банана, папай. Се банана, папай. Ага. Piña, Пиня, окей. mango, Манго. Ага. Окей. Окей, ну понятно. la pasión maracuyá. Ага, пасьон де маракуйя. Ну вот уже деревушка побольше, чем те, которые мы проходили. В эту деревню уже съезжаются дети со всех окрестных земель. Такая главная площадь. Если честно, неверно, работает еще эта церковь или нет, но думаю, по воскресеньям открывается. Ребята, которые путешествуют по пустыне на мотоцикле. Или просто местные. В общем, вот так выглядит площадь. В принципе, мило, ухоженно. Слушайте, это что, живая лама стоит? О, боже мой. Просто так стоит живая лама. Или это что? Это макет ламы. Очень смешно. Если честно, похоже на живую. Очень смешно. Ладно, идем дальше. В общем, чтобы эту ламу сфотографировать, боже, я из-за этой ламы свою группу потеряла. Привет. Какая застенчивая лама. Лама, солнышко, я так группу потеряла. Ты не пугает меня. В общем, я была на этой площади с церковью. Отошла. Наша группа выстояла на площади. Нас 8 человек. Я отошла на секундочку от группы сфотографировать вот эту ламу. Или альпаку, не могу в них разобраться. И они ушли. И так как мы деревни, так из этой деревни можно уйти во всех направлениях мира, а я даже не знаю, в каком именно мы оазисе сегодня останавливаемся. Я просто побегала, поискала всех, спрашивала, поняла, что тут куча есть дорог, как можно уйти из этой деревни, и просто вернулась и ждать, пока кто-то спохватится, что вообще-то одного человека в команде не хватает. И, наконец, я надеюсь, рассчитываю, что за мной кто-то вернется. Рано или поздно. Вопрос времени. Как они, блядь, могли не заметить, что, сука, нету человека?
Блять, у меня, конечно же, нет телефона. Это так эпично, когда записываешь что-то на камеру, у тебя нет телефона. Да, лама, это все из-за тебя. Потеряться с видом на такую церквушку. Замечательно. Зато, если очень долго идешь по горам, то вот такой вид шикарно открывается. Боже, как красиво. Такой мост. Вот оттуда мы пришли аж с самой верхушки. О боже, как подумаешь, еще по такой жаре. А все, оазис уже недалеко. Награда близко. Что мы видим? Это настоящий оазис посреди пустыни. Я думаю, что тут будут горячие источники. Вода достаточно прохладная. В общем, такие красивые виды после заслуженного хайка. Так, ну что, друзья, выходим из нашего бунгало. О, красиво. Свой источник. О, как классно. Приятно после хайка оказаться в таком месте. Зелень. Такая зелень и столько воды. И все это на фоне гор. Вообще, мне кажется, это невероятно. Знаете, идешь себе, идешь. Прекрасных скал. Все в песке. Песок у тебя уже с тобой чуть ли не в еде. И тут среди всего этого вот такой оазис. Подводя итоги дня, конечно же, меня нашли. Это заняло всего лишь час, за мной вернулись. Они обнаружили мою пропажу не сразу. Я успела постоять, повстречать всех туристов-одиночных, которые шли по себе. Деревня не то чтобы сильно многолюдная, но там девчонки, опять-таки француженки, возвращались с трека. И мы вроде договорились, что я иду в тот же, наша группа должна идти в тот же оазис, что шли они. Они говорят, пошли с нами, надаем там твоему бойфренду пизды дадим, потому что как он ушел без тебя, тебя забыл. Я говорю, ну, я согласна, но больше, конечно, виноват гид. Все-таки больше, наверное, должен отвечать за то, что все люди, блядь, были на местах в подчиненном ему коллективе в горах. В общем, я решила с ними не идти, потому что, знаете, главное правило фестиваля, всех рейвов и всего такого, где потерялся, на то место и иди ждать. Рано или поздно тебя там заберут. Не надо всех этих начинать бегать, искать во всех странных местах. Всегда, где потерялся, там сиди и жди. К тебе и вернуться. Потому что это единственное место, которое человек может как-то идентифицировать, что он помнит, где в последний раз расстались. В общем, эти девочки пошли к каньону. Потом уже мне рассказывали, что они встретили по пути наших парней, которые уже бегали по поискам в меня. Они начали бегать тоже по всем дорогам мира, потому что до них не могло дойти, что я осталась аж там, еще на площади давным-давно. Они там, парни говорят, они нам надавали пизды за то, что потеряли девчонку. И говорят, мы сразу же побежали к тебе на площадь.
Ну, в общем, не могу сказать, что обошлось без драматизма. Я была, конечно, не сильно довольна, но вроде нормально. Сейчас уже был вечер, мы все над этим смеялись. Сейчас заодно записали интервью с гидом, поговорили про условия работы в Перу, о том, как менялась отрасль, потому что уже 20 лет человек, наш гид, работает в горах. Вот это тоже было интересно, и, в общем, да, хорошо, что я знала, что я останусь жива, но теряется, конечно, не очень тема, когда ты без телефона, без всего, и когда ничего не ловит в горах, ни спутник, ничего. Ну, у меня нет спутника, ни телефона, ничего. Вот, хорошо, что за мной вернулись, и меня нашли, и мы очень долго потом шли по какой-то песчаной тропе вдоль гор, спускались в оазис. И, конечно, когда пришли в оазис, он такой красивый, это пальмы посреди пустыни, ну, это прям так неожиданно. И так очень приятно расслабиться, покупаться в бассейне, почилить на балкончике, почитать книжечку у бассейна. В общем, прям классно. Мне очень впечатлил этот оазис. Он, конечно, построен исключительно для туристов, но в любом случае, знаете, когда я ходила в трекинг 20 лет по Карпатам, я не ожидала, что трекинг может быть таким лайтовым и классным, когда можно прийти после целого дня, кинуться в бассейн и выпить чашечку горячего шоколада или холодного пива. Кому как. В общем, если честно, что-то в этом есть. Идти первую часть дня, там 3-4 часа, а вторую часть дня кайфовать, чилить, наслаждаться природой. А не, знаете, не упахиваться, идя по 7 часов в день, потом ты уже приходишь в лагерь, темно, нужно расстелить палатку и поставить, нужно уже готовить огонь, а когда ходить по лугам и наслаждаться, вообще-то времени и нету. Так что можете ловить идеи, устраивать туры, где идти нужно только несколько часов, а остальную часть дня люди чилят на природе и устраивают там себе развлечения. Я бы, например, только в такие туры сейчас ходила. Ну, в общем, все, завтра у нас подъем в 4:30, поэтому сейчас в 8 утра я уже лягу в баньки. А 4:30 мы встаем, потому что самый сложный день, завтра подъем на 500 метров, займет где-то 3,5 часа. Почему 500 метров, если 3,5 часа? Ну, в общем, какой-то жуткий подъем на 3,5 часа. Будем выходить из каньона обратно. Поэтому это, чтобы не делать это на солнышке, потому что на солнышке тяжеловато, в принципе, передвигать ножками, не то что подниматься наверх. Просыпаемся в 4:30. Но зато к 9 утра мы должны отправиться и потом наслаждаться теоретически в горячих источниках. Вот такой план. Все, пойду спадки. Всем пока. 6 утра, очень сложный подъем, поднимаемся туда. Я пипец устала, я просто в какой-то вообще не лучшей своей форме. Мне кажется, если начинать день без завтрака, все идет плохо. Вообще какая-то самая отстающая. Ничего. Вы не готовы все! Я на вас сейчас на всех смотрю! Вы не готовы! Сборище дрищей! Sí, se llama Pepe. Pepe, levanta la cabeza. ¿Cuántos años tiene? Tiene 7 meses. Sí. Горячие источники, красота. Попробуем, какая водичка. Очень приятно. Что же, будем заходить. О, боже, с видом на реку. Это офигенно. Ну что? Это горячие источники. Просто красота. Я безумно счастлива. И пока нет, я никого не смущаю своей камерой. После целого дня хайка я супер счастлива. На самом деле наслаждение получаешь от вещей только когда их заслужил.
Потому что если бы я просто так в них приехала, ну, горячая вода, ну, в горах, а так, понимаешь, что служила. Вот, видишь себя. А здесь вода просто кипяток, очень-очень горячая вода. И поэтому, чтобы лучше оценить, нужно кинуться в ледяной рык. Я это уже сделала, поэтому я чувствую, что я живее всех живых. Что я реально покупалась в ледяной воде. Это просто какая-то сауна. Когда ты после горячей воды выпрыгиваешь в снег. И ведь люди уже так долго плавают, хотя вода реально ледяная, просто потому что мы тут, как в кипятке, сварились. А тут, наверное, градусов 40. Ну, не наверное, точно, вроде 40. Самая холодная вода. Буду возвращаться, потому что на улице тоже прохладно. Так, ну что, кажется, буря надвигается на пустыню. Интересно. Здесь высота 4300 метров. Итак, наконец-то увидели лам. Настоящие ламы в живой среде обитания. Домашние, ухоженные, с ленточками. Вообще, лама – это одомашненное вьючное животное, которое используется человеком для перевозки грузов. А альпака – это домашнее тоже парнокопытное животное, которое растят ради шерсти. Вот, неудивительно, что я их перепутала. Они немного похожи внешне, но, извините, это, правда, мои первые месяцы путешествий. Про лам. Вот, существует легенда, согласно которой ламы обязаны своим именем конкистадорам, и якобы испанцы, никогда прежде не видевшие лам, постоянно спрашивали «Комо се яма?», как его зовут, про этих животных. И действительно, в многих языках лама пишется как лама с двойным «л». Ну, однако не стоит верить легендам на слово, потому что кажется, что похоже рассказывают про кенгуру. Ну, а лингвисты вообще говорят, что ламу, конечно, назвали ламой вовсе не испанцы, а коренной народ Южной Америки. А остальные просто заимствовали готовое, что весьма логично. Но в любом случае лама – это просто символ Перу. Он используется на всех вывесках, даже в аптеках. Вот. Очень прекрасные домашние животные. Et tu sais, hola lama, ¿cómo te llamas? Hola lama, ¿cómo te llamas? Lama disappeared.